Приветствую, дорогие друзья! Приступаем с вами к вязанию короны. Я буду использовать желтую ниточку и крючок номер 2,5, так как вязать буду в 2 ниточки. Приступаем. Одну ниточку я взяла из середины мотка, одну снаружи. Начинаем. Первый ряд. 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Соединяем в круг соединительным столбиком. Теперь второй ряд. Вот в это колечко нам необходимо сделать 12 столбиков. Делаем воздушную петелечку, это петля подъема, и вот сюда прямо внутрь вяжем 12 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Хвостик ввязываем. 7, 8, 9. Ниточку обрежу. 10, 11, 12. Провязали. Теперь делаем соединительный столбик. Третий ряд. 3 воздушные петли. Начинаем. Ряд 1, 2, 3. Дальше еще 2 петли подъема. Это у нас будет арочку формировать, эти петелечки. И теперь делаем 1 столбик с одним накидом в следующую петелечку. Сделали накид и вот сюда вяжем столбик с одним накидом. И дальше повторяем. Между арочками у нас будет 2 воздушные петли и 1 столбик с одним накидом в следующую петлю. Так повторяем 10 раз. Вот 1, 2, в следующую петлю столбик, снова 1, 2, в следующую петлю столбик, 1, 2, в следующую петлю столбик. И так повторяем еще 7 раз. 6-й раз я уже повторила, 6-й из 10. И теперь 1, 2, 7-й раз повторяем из тех, которые оставались. Теперь 2 воздушные петелечки, 1, 2, и соединительный столбик в третью петлю подъема
вот этой первой арочки. 1, 2, 3. Соединяем. Всего у нас должно получиться 12 вот таких столбиков. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Четвертый ряд. Под арочку вяжем соединительный столбик. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Под эту же арочку вяжем 2 недовязанных столбика с одним накидом. Вот так. Это 1. Вот. И второй. 3 петелечки получается на крючке. Через эти 3 петелечки мы провязываем. Вот таким образом. Дальше вяжем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И под арку 3 столбика с одним накидом недовязанных. Вот так. Первый, вот он не до конца, мы его довязали. Второй. Второй, вот не до конца довязанный. И третий. У нас 4 петелечки получается на крючке. Эти 4 петелечки мы закрываем вот так одной. Сделали. И так вяжем, повторяем вот до конца ряда. Еще 10 раз получается. Всего опять же 12 должно быть провязано. 1, 2 мы провязали 2 арочки. И под каждую арочку продолжаем. То есть вяжем 1, 2, 3, 1 не провязанный, второй не провязанный, третий не провязанный. 4 петелечки. Их закрываем одной. Снова 1, 2, 3. Вяжем 1, 2, 3. Снова 4 петелечки на крючке. И сюда провязываем, закрываем. Делаем так под каждую арочку. Встретимся уже вот здесь на последней арочке. Подошли к последней арочке. 1, 2, 3. Снова столбики с одним накидом неполные. 1, 2, 3. Закрываем их и вяжем 3 воздушные петелечки. 1, 2, 3. Следующую соединительный столбик делаем вот сюда, под эти 2 петелечки, как бы в вершину
вершину вот этого элемента. Вот так должно получиться. Дальше 5-й ряд вяжем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Под арочку вот эту вяжем 4 столбика с одним накидом, уже полностью провязанных. 1, 2, 3, 4. Теперь вяжем 1 столбик с одним накидом в вершину вот этого элемента. Вот. То есть не сюда, а вот где мы петелечку вот эту закрывали. Вот таким образом. И теперь снова вяжем под каждую арочку 4 столбика с одним накидом. И в вершину провязываем еще 1 столбик с одним накидом. Вот под арочку. 1, 2, 3, 4 и 5 в вершину. Вот сюда. Провязали. Еще один провяжем, одну арочку. Ну а дальше, я думаю, будет понятно. Снова 1, 2, 3, 4. И еще один в вершину. И повторяем так в каждую арочку. Встретимся, когда будем заканчивать ряд. Подошли к последней арочке и продолжаем. 1, 2, 3, 4. Довязали. И теперь делаем соединительный столбик в 3-ю петелечку подъема, то есть перед вот этим первым столбиком, который мы делали. Сделали соединительный. И теперь 6-й ряд. В эту же петелечку делаем 1 столбик без накида. Провязали. Теперь 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
4 петелечки вот здесь внизу пропускаем. 1, 2, 3, 4. И в пятую петелечку, вот это как раз получится вершина вот этого элемента, мы делаем 1 столбик без накида. Снова 1, 2, 3, 4, 5, 6 петель. 4 пропускаем. 1, 2, 3, 4. И в пятую, вот эта вершина, снова делаем 1 столбик без накида. И так продолжаем по кругу. Вот подошли к концу ряда уже. Здесь вершину мы сделали, здесь из вершины мы начинали. Итак, делаем последнюю вот эту вот арочку. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И делаю соединительный столбик вот сюда, в первую петелечку, петлю подъема, в общем. И вот таким образом получились арочки. Следующий ряд, 7-й, последний, делаем воздушную петлю. И теперь под каждую арочку повторяем такую комбинацию. 1 столбик без накида, 1 полустолбик с одним накидом, 3 столбика с одним накидом, первый, второй, третий, дальше 3 воздушные петелечки, 1, 2, 3 провязали. И теперь в вершину вот сюда последнего столбика, третьего, который мы делали, провязываем под 2 петелечки 1 столбик без накида. Вот первая, надеюсь, видно на камеру, первая воздушная петля, которую мы набрали. И вот эта полупетелечка вершины. Сюда мы провязываем 1 столбик без накида. Вот таким образом. И дальше продолжаем. 3 столбика с одним накидом под арочку уже. 1, 2, 3, 1 полустолбик с одним накидом, провязали, и 1 столбик без накида. Получается сверху вот такая пумпочка. И так продолжаем под каждую арочку. 1 столбик без накида, 1 полустолбик с накидом, 3 столбика с одним накидом, 1, 2, 3. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, и через вершину вот эту, через первую петелечку воздушную
и полупетелечку столбика последнего, провязываем столбик без накида, вот так, и дальше продолжаем под эту же арочку 3 столбика с одним накидом, 1, 2, 3, 1 полустолбик с одним накидом, и 1 столбик без накида. И вот получились уже 2 вот такие вот штучки. Так провязываем под каждую арочку. Встретимся уже, когда провяжем последнюю. Довязала последний столбик без накида. И теперь делаю соединительный столбик вот сюда, в соседнюю петелечку. Ниточку я обрезаю, ее я спрячу с помощью иголочки. Их, вернее, здесь 2 ниточки. Вот такой мотив получился. Я его пока не отутюживаю, я делаю это в готовом виде. Если вы хотите, можете все детали, мы сейчас свяжем еще, все детали отутюжить, потом сшить. Я делаю это уже в готовом виде, это по желанию. Ссылочку на мастера, у которой я увидела вот этот мотив, я оставлю в описании под видео. А мы будем продолжать. Корона получается таким образом. Вот я складываю вот эту часть пополам. Вот. И сюда сейчас мы свяжем и пришьем потом еще вот эту заднюю часть короны. И получается вот так. Ну что ж, будем приступать. Сейчас нам необходимо будет связать вот такой шнур, гусеничка он еще называется, на 20 петелечек по одной стороне, чтобы было. То есть вот эти вот перепоночки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Вот как связать такой шнур, сейчас покажу. То же самое в 2 ниточки и вяжем. Набираем 2 воздушные петелечки. Это основную закрепили. Теперь 1, 2 петелечки я не затягиваю, чтобы свободненько были. Теперь во вторую петелечку от крючка вяжем столбик без накида, таким образом. И теперь каждый раз мы шнурочек будем поворачивать вот так вот на ребро. И вот здесь, где петелечка была, вот сбоку образуется вот такая перепоночка. Надеюсь, на камеру видно. Сейчас она одна, так как у нас было начало. Вот сюда крючок вставляем и вяжу столбик без накида. Поворачиваю. И здесь уже 2 вот такие перепоночки. Вот одна и вторая. И вот сюда на ребро вяжу столбик без накида. Вот образуются перепоночки, поворот и вот сюда. И таким образом
Я провязываю, чтобы с каждой стороны было по 20 перепоночек, по 20 петелечек, грубо говоря, ну, которые я перед этим показала. Снова повернули, вот, и сюда провязываем таким образом. Повернули. Эти шнуры бывают разные, широкие, там узкие. Вот так повернули. И вот таким образом продолжаем. Только столбики без накида провязываем. Вот. И вот такой вот шнурочек получается. Продолжаем, пока провяжем 20 вот таких перепоночек с одной стороны, чтобы было. Вот я провязала шнурочек. Считаем вот по перепоночкам вот этим вверху. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. И вот уже следующая, это у меня петелечка. И теперь вяжем. Вот сюда сделаем соединительный столбик. Провязали. И теперь 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. 3 петелечки пропускаем. Следующие 1, 2, 3. И в четвертую мы делаем соединительный столбик. Сделали соединительный. Снова 1, 2, 3, 4. Пропускаем 1, 2, 3. И в четвертую, вот сюда, вот в эту перепоночку, снова делаем соединительный столбик. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Пропускаем сюда в четвертую соединительный. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 пропустили в четвертую соединительный. И еще раз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 пропустили. И вот сюда последний делаем соединительный. Вот, и у нас получается с вами 1, 2, 3, 4, 5 арочек. Поворот. И дальше мы будем вязать под арочку. Точно так же, как вязали здесь, только вместо 3 столбиков с одним накидом будем вязать 2 столбика. Сейчас покажу. Вяжем под арочку. Делаем сначала петлю подъема и вяжем 1 столбик без накида, затем 1 полустолбик с накидом, затем 2 столбика с одним накидом, 1, 2, 3 воздушные петли, 1, 2, 3, и вот через эту воздушную петелечку первую и через полупетелечку вот этого столбика с накидом мы провязываем 1 столбик
без накида. И снова вяжем 2 столбика с одним накидом. 1, 2. Теперь полустолбик с накидом и столбик без накида. И получается вот такой элемент. Еще одну покажу. В принципе, то же самое, как мы вязали уже. 1 столбик без накида, 1 полустолбик с накидом, 2 столбика с одним накидом, 1 и 2. Теперь 3 воздушные петелечки. 1, 2, 3. Делаем вот эту пумпочку сверху. Снова 2 столбика с накидом. 1, 2. Теперь полустолбик с накидом и столбик без накида. И так повторяем еще 3 раза. Я закончила провязывать последнюю арочку, сделала столбик без накида, и теперь вот сюда вот в ребро делаю просто соединительный столбик. Ниточку я отрезаю, оставляя небольшой хвостик. Вот, и часть короны вот это вот у нас готово. Вот так будет выглядеть. Теперь вот эти ниточки я заправляю с помощью иголочки вот сюда вот и прячу. И эти. И буду сшивать в одну ниточку, чтобы было аккуратненько. Ниточки я спрятала. Вот так выглядит. Теперь определяемся с лицевой стороной. Мне вот это больше нравится, лицевая. Складываю пополам, так чтобы сходились вот эти треугольнички все. И еще момент. Можно сложить так, чтобы вот этот треугольничек, он был как бы половинка его. Вот так вот в конце было. Тогда здесь посередине, прямо по центру, будет вот такой треугольничек. Но мне больше нравится, и как по мне будет красивее, когда мы будем пришивать. Хотя так тоже красиво. Вот, в общем, я буду делать вот так, совмещать все треугольнички. Вот так. Заправила в одну ниточку. И теперь под косички я сшиваю. Прячу узелочек. Продолжаем. Сюда на шаг вперед. А здесь под косичку шаг назад. И вот такими стежочками мы сшиваем полностью все треугольнички. Вот так.
будет красивый и крепкий шов. И вот сюда прямо в вершинке вот так. Ну, в общем, чтобы видео не затягивать, принцип, надеюсь, понятен. Полностью под косички сшиваем вот эти все детали. Вот я сшила все вот эти треугольнички. Вот так выглядит с одной стороны и с другой. Теперь будем пришивать вот эту деталь. Здесь изнаночная сторона вот такая более, здесь такие стежки выпуклые, а на лицевой стороне вот рельефные треугольнички. Итак, я буду пришивать таким образом, чтобы вот эта вершинка, в общем, вот полностью как выкладывается, чтобы вот этот уголочек здесь выглядывал вот таким образом. Сейчас покажу. Здесь я буду сшивать поперек. Ниточка у меня вот здесь, на этой стороне. Вот так. То есть вот эта вершинка, она где-то до половины треугольничка, чтобы доходила вот этого. И сшиваю вот так и вот так. Вы можете, кстати, сделать, сшить, чтобы вершина к вершине здесь была, то есть тоже как вам больше нравится. Я буду делать так. Так, в каждую петелечку. И потом, когда корону уже будем выкладывать, вот она будет с вот такой вот выпуклой частью. Вот так. Еще раз хорошо закреплю вершинку. Ниточку вывожу на обратную сторону, на изнаночную. И здесь делаю закрепочку. Сделаю двойную, крепче. Спрячу. Вот так. И отрезаю хвостик. Точно так же я сшиваю по вот этой стороне. То есть вершинка сюда, вот эта вершина, до половинки треугольничка. Пришиваем. Пришила. И вот корона готова. Вот так выглядит. Сейчас примерим на кобру. Вот.
Сейчас я закреплю иголочками и посмотрим. Вот так получается. Теперь, опять же, зависит от пряжи, которую вы используете. Можно хорошо отутюжить, можно просто паром обработать. Как больше нравится, как хотите. Вот. Я даже, наверное, не буду приглаживать сильно. Она очень так хорошо выглядит. На той Пелагее коричневой у меня ее сейчас нету, к сожалению, под рукой. Там я утюгом хорошо отутюжила, и она просто стала помягче. Вот, а это такая более плотненькая. Эту, наверное, я так и оставлю. В общем, смотрите. Теперь нам осталось связать колечко. Вяжется точно так же, как вязали вот эту деталь на короне. Померяйте сантиметровой лентой обхват. Или по мере вязания можно просто вот этот шнур прикладывать и посмотреть, какого диаметра нужно колечко. То есть какой длины необходимо связать вот этот шнурочек. Вот, у меня это 8,5 сантиметров. И также, точно так же вяжем белый вот этот шнурочек. Это у нас на внешнюю сторону капюшона. Опять же прикладываете вот эти вот пятнышки, которые мы связали. Вот так их можно приложить. И или сантиметровой лентой померять с учетом вот этой выпуклости. Поближе сюда. Вот. Или сразу по мере вязания прикладывайте и посмотрите. То есть, чтобы вам нравилось, тут пониже или поменьше, чтобы было вот этот дуга, округлость. Вяжется таким же способом. Это шнур гусеничка. На данном этапе видео я завершу. И нам осталось еще связать узор на спинку и пришить все детали. То есть и корону, узор и пятнышки. Это мы все сделаем с вами в следующем видео. Я благодарю вас за внимание, благодарю за просмотр. Надеюсь, все было понятно. Вдохновения вам, удачи. Еще раз огромная благодарность за поддержку. И до скорой встречи. Пока-пока.